Всем привет! Как устроена шпалера на винограднике? Сперва рассмотрим, как она сделана, а потом, как к ней крепится антиградовая сетка. Не переключайтесь. Расстояние между шпалерами 3 метра, а расстояние между столбами в шпалере тоже 3 метра. И здесь 2 куста. Почему так близко? Потому что земля у меня суглинок, тяжелая земля. Чернозема там, назовем его черноземом, сантиметров 21. Итак, труба профильная, размер 20 на 40, толщина 3 миллиметра. Перекладина такой же размер, но туда уже можно толщину 2. Эта труба была 6-метровой, делилась пополам, и к основанию приваривалась арматура. И вот это бетонировалось. И вот до верхней точки 2,70. Верхняя проволока 2,30. Так, меняем дислокацию. Упс. Здесь кусты более молодые и лучше видно проволоку. Итак, проволоку использую 2. Крепится она вот к центральным трубам. Вот так просто алюминиевой проволокой. Их здесь 8 штук. Сперва идут по 20, а вот верхняя по 40 сантиметров. Итак, на молодых кустах вывожу пока 2 лозы. И они будут укладываться вот так, на самую нижнюю проволоку. Вот так. С таким поворотом, чтобы был больше запас древесины. Если куст развивается хорошо, то можно 4 лозы. 2 на нижнюю, 2 на верхнюю. Более взрослые кусты, они все будут с 4 лозами. И сюда 2, сюда 2. Так. С краю крепится наглухо. Все время забываю срезать. Дальше. Отступление. Это проводился эксперимент по укрывным, по их плотности. Там было 2 укрывных небольшой плотности, а вот здесь с большой плотностью. Если надо будет об этом видео, напишите в комментарии. Итак, а вот здесь крепится таким образом, стяжками. Опять забываю срезать. Меняем дислокацию. Еще хотел добавить. Когда прирост большой, то можно удобно его завести прямо под сетку. А так на взрослых кустах прирост можно сюда выводить или сюда. Итак, мы на исходной. Теперь про сетку антиградовую. Ширина ее вот отсюда наверх до следующей сетки 3,60. Крепится вот такими быстросъемами. Это я вот расщелкнул уже. Оп. Отделяется эта сетка от той. Также попробовал пропустить каплю, и очень удобно. Вот высота 2,70 с шириной 3,60. И вот здесь у нас будет где-то 1,80 м. Ну, свободно можно проходить. Вот мой рост рубль 82 с копейками. И чуть-чуть задеваю. Нормально, короче, удобно. На верхнюю планку, мачту, крепится кровельным саморезом. Сейчас рассмотрим ее поближе, чуть позже. Будет вид сверху. Далее зимой вот расщелкивается чик-чик-чик, и собирается на верхнюю мачту. Как парус на парусниках. И крепится вот такими стяжками.
Так, теперь как крепится первая сетка к забору. Понад забором протянута проволока, такая же двойка. И сюда такими креплениями. Такими креплениями обычно крепится затеняющая сетка. Прирост, если большой, то можно вывести сюда. Но этим удобно. Крайние столбы можно поставить потолще, но и такие работают, которые 2 на 40. Опять забыл. Так вот. Не переключайтесь. В случае града градины должны посыпаться вот отсюда. А это у нас вид сверху. Вот сетка просто без ничего кладется прямо на трубу. И саморез с такими силиконовыми шайбами. Сперва засверливаем трубу чуть меньшего диаметра, чем саморез. Они где-то через 50 сантиметров. А вот эти крепления, вот крепление сетки, момент, вот эти, они где-то через 70 сантиметров. Край трубы сделан вот так. Момент. Между шпалерами места хватает и можно посадить что-то. Сейчас покажу. Например, невысокое дерево, где позволяет высота. Это первое плодоношение. Байконур. Такие маленькие деревья, пожалуйста. Они тоже где-то фигурировали в видео. Надеюсь, все сказал. Если не сказал, напишите в комментарии. И также напишите насчет укрывного. На этом все. Всем здоровья, хороших урожаев в саду и мирного неба над головой. Пусть и с дождиком. Пока-пока.